Всем привет! Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». В Иране к власти пришел новый президент Масуд Пезешкиан. Человек, которого мало кто знал. Мы делали о нем небольшой ролик. А теперь нас интересует вопрос. А как так вышло, что либерал пришел к власти в Иране? Почему его поддержал и открыто принял верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи? Почему так произошло и чего же нам ждать от Масуда Пезешкиана? Давайте разберемся. Для начала чуть-чуть вернемся в прошлое. В 2021 году иранские радикальные консерваторы праздновали победу. Их кандидат в президенты Ибрахим Раиси победил, и консерваторы, казалось, контролировали все ветви власти. Им был дан карт-бланш Аятоллой Али Хаминеи на проведение максимально жесткого, максимально консервативного курса. К концу 2022 года стало понятно, что консерваторы как-то не очень успешно выступили. Иранская экономика испытывала далеко не лучшие времена. Управление страной находилось в небольшом, скажем так, раздрае. И даже такая вот основная задача консерваторов — надеть хиджаб на всех женщин, заставить их носить исламский головной убор — не очень как-то срабатывала. В сентябре 2022 года, мы помним, молодая девушка по имени Махса Амини погибла после столкновения с иранской полицией нравов. Там не очень понятно, по вине этой полиции или просто с ней что-то произошло. Это не так важно. Важно, как это восприняли люди, и они восприняли это максимально негативно. Тогда по Ирану прокатилась волна протестов, и стало понятно, что радикальные консерваторы как-то с задачей управления Ираном, не всегда, скажем так, справляются успешно. Поэтому, когда в мае 2024 года иранский президент разбился во время полета на вертолете, Аятолла Хаминеи понял, что что-то надо менять. Дело в том, что каждый кандидат в иранские президенты проходит утверждение, в общем-то, органом, которым руководит сам Аятолла Али Хаминеи, Совет стражей Конституции. И вот либерал, реформатор Пезешкиан был допущен. Давайте предположим, что это сделано было не просто так. Безусловно, господин Хаминеи человек умный, и каких-то импульсивных или непродуманных действий позволить себе не может, будучи, по сути, единоличным верховным руководителем Исламской Республики. Казалось бы, для чего допускать либерала? Вот есть целый набор консерваторов, и господин Галибаф, и Саид Джалили, которые, казалось бы, один другого консервативнее. Дело в том, что проблема иранских выборов — это низкая явка. Часто люди видят, что, в общем-то, альтернатив нету, и выбирать надо между консерватором номер 1 и консерватором номер 2, на выборы вообще не приходят. И допуск господина Пезешкиана здесь сыграл хорошую службу и, безусловно, явку поднял. Явка в первом туре была около 40%, во втором туре приблизилась к 50%, то есть понятно, что, в общем-то, иранское общество отреагировало на этот допуск довольно энергично, и на избирательные участки все-таки плюс-минус пришло. Многие комментарии, которые звучат со стороны, в частности от Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, преснопамятных, как-то мало обращают внимание на победу господина Пезешкиана. Мол, ничего не изменится, президент в Иране все равно ничего не решает, и Аятолла Хаминеи как был человеком, определяющим политику Ирана, так им и останется. С одной стороны, конечно, доля истины в этих словах есть, но реальность оказывается, как всегда, более интересной. Действительно, либералу, реформатору Пезешкиану будет непросто, что называется, расправить крылья. Дело в том, что и парламент, и медиа, и все государственные структуры наполнены консерваторами и консерватизмом, поэтому союзников по реформам у него, в общем-то, не будет. Кроме того, сам господин Пезешкиан повел себя довольно тонко и грамотно. Он публично заявил о приверженности идеям Али Хаминеи, чего, кстати, обычно реформаторы себе не позволяют. Они появлялись вместе под камеры, так красиво под них проходились. То есть было понятно, что Пезешкиан пришел не как бунтарь и какой-то революционер изнутри, а как человек, в общем-то, просто готовый к каким-то прагматичным реформистским шагам в рамках той системы вилаят-э-факих, да, как официально провозглашена
в Иране, действовать с учетом интересов своих граждан и, что называется, с учетом рамок, в которых все находятся. В своей инаугурационной речи Пезешкиан говорил о желании как-то чуть-чуть подналадить связи с Западом, но в значительной степени она была посвящена другому. Она была посвящена идее о том, что жизни простых иранцев просто-напросто надо улучшать, чтобы они лучше ели, лучше одевались, более эффективно работали и так далее. То есть Пезешкиан не стал, опять же, бунтарем, а стал человеком таким вот прагматичным, прагматиком. Да, мы видим, как вот наша эпоха, прости господи, многополярного мира как раз и потворствует прагматикам. Люди, которые не про какие-то великие идеи, там, исламской революции или мировой революции, социалистической, коммунистической, а вот про простые человеческие задачи. Что называется, отдать сына в школу, выдать дочь замуж и в целом как бы, да, вести нормальную, обеспеченную жизнь. То есть это на самом деле довольно интересная новелла. Мы привыкли, что Иран — это вот Исламская республика Иран. Это вот такое жесткое теократическое, идеологическое государство. А Пезешкиан как бы приходит и говорит нам: слушайте, как бы да, все это очень важно, но давайте мы как бы наладим жизнь людей. Это интересный такой, что называется, контраст. У Ирана сегодня двойственная позиция в мире. С одной стороны, он находится буквально на подъеме. Его антиизраильская позиция находит все больше симпатии на Ближнем Востоке и в мире, учитывая войну в Газе. Вот эта сеть иранских организаций, иранских прокси крайне эффективно действует на Ближнем Востоке, ну и буквально держит его в страхе. Это с одной стороны. С другой стороны, Исламская республика страдает от экономических санкций Запада, страдает от коррупции, от неэффективного государственного управления, от порой слишком активного вмешательства в частную жизнь простых людей. Мы видим, что формальное требование к женщинам носить исламские головные уборы игнорируется настолько часто, что, в общем-то, полиция уже практически не обращает на это внимания. И в этой ситуации желание господина Хаминеи выдвинуть Пезешкина, разрешить ему выдвигаться, выглядит довольно мудрым решением. Да? То есть оно дает иранцам понять, что Исламская республика, она не только вот про идеалы исламской революции, распространение каких-то антиизраильских, антиамериканских идей, но и буквально про то, чтобы сделать жизнь простых иранцев лучше. Вот пример, который мне приходит в голову, это Коммунистическая партия Китая, успех которой в Китайской Народной Республике во многом связан с тем, что коммунисты положили конец столетию унижения, которое претерпевал Китай, и сейчас, по сути, дают им возможность жить успешно, хорошо, сыто и в чем-то даже богато. То есть мы видим, как Иран из-за такой вот жесткой структуры, да, властной, переходит в систему буквально обеспечения хорошего уровня жизни своих граждан. Это примечательно, потому что, в общем-то, служит такой объединяющей идеей для всех иранцев. Пусть они не согласны с какими-то идеологическими, религиозными догматами, но они готовы жить в этой стране и работать на ее благо. И Пезешкин показал себя как настоящий технократ, такой человек, который про эффективность. Во время переходного периода, когда стало понятно, что он победил, но еще в должность не вступил, его команда, например, начала процесс ветирования чиновников, исходя из их эффективности, из их менеджерского, управленческого опыта, а не из их каких-то идеологических воззрений, приверженности каким-то идеям и чему-то подобному. Там даже по медиа ходили его тайные планы, ну не тайные, то есть рабочие, да, что 20% всех назначенцев должны быть женщинами, там 60% должно раньше вообще не работать на должностях министров, да, если речь идет о кабинете министров, и половина должна быть моложе 50 лет. То есть вот такой вот буквально прогрессивный технократ, которого, ну, не очень-то ожидаемо было увидеть в такой необычной и особенной стране, как Исламская республика Иран. Кроме того, образ умеренного реформатора поможет господину Пезешкину и во внешней политике, хотя она, конечно, в значительной степени, в подавляющей степени находится под контролем корпуса стражей Исламской революции и самого верховного лидера Али Хаминеи. Господин Пезешкин в своей инаугурационной речи говорил о примирении или, скажем так, договорной деэскалации с Западом.
Никто не ждет, что Иран откажется от своей ядерной программы совсем, да. Мы поговорим еще с вами о том, насколько она для него важна. Но, по крайней мере, какие-то ограничения на эту ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций, в обмен на частичное разрешение инвестиций, что очень важно для иранской экономики, которая без инвестиций вряд ли имеет шансы как-то воспрять, возможны. Мы же понимаем, что господин Пезешкин возник не на пустом месте, и он имеет поддержку Али Хаминеи. То есть это не проигрыш Хаминеи. Тут, что называется, многоходовочка, да, четырехмерные шахматы, в которые Рахбар играет. Безусловно, Масуд Пезешкин не пересечет красных линий Исламской Республики. Он не бросит вызов Али Хаминеи и не станет тем революционером, который сверху перекроит Исламскую Республику, да, условно говоря, иранским Горбачевым. Но сейчас очень важно, что Иран входит в новую эпоху своего исторического развития. И я не удивлюсь, если 2024 год станет тем самым годом, на который мы в будущем будем смотреть как на год ключевой, когда Иран чуть-чуть поменялся, чтобы стать лучше, эффективнее для своих граждан, чтобы выжить и сохраниться в 21 веке. Нас с вами, безусловно, ждет новый Иран, и курс к новому Ирану во многом проложит господин Пезешкин. Это был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, это важно, и оставьте комментарий, в чем бы вы хотели вместе разобраться. До встречи через неделю.